Научные исследования внеземной жизни, вторжение пришельцев или там смертоносная эпидемия, или, может быть, вам нравятся фильмы про футуристических воинов в железной броне. Какой бы поджанр научной фантастики вы не любили, все перечисленное есть в сегодняшнем видео. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и в этой подборке у меня для вас 9 отличных фантастических фильмов, которым следует уделить внимание. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Алита. Боевой ангел» – фильм-адаптация манги Юкита Кисира, который вышел на экраны в 2019 году. Главная героиня Алита – киборг, которая очнулась, потеряв память о своей жизни. Ее находит доктор Ида, добрый киберхирург, который принимает ее в свою семью. Осваиваясь в постапокалиптическом мире Айрон-Сити, она открывает для себя свои потрясающие боевые таланты и секрет своего происхождения. На самом деле манга «Боевой ангел Алита» славится своим чрезмерным насилием, поэтому немного странно, что фильм получил рейтинг PG-13. В нем есть несколько эффектных сцен боев, но они смазаны, чтобы сделать его более доступным для молодой аудитории. Это имело свои плюсы и свои минусы, но изменило многое из того, что делает мангу такой увлекательной. Все-таки киберпанк — жанр, который должен быть темным и жестоким. Фильм поражает своей графикой, великолепным CGI и экшн-сценами, которые захватывают внимание зрителя. А Алита в исполнении Розы Салазар — прекрасная главная героиня, сочетающая в себе силу и нежность. «Черный ящик» — одно из самых интересных и незаслуженно обойденных вниманием произведений Blumhouse, которое создает уникальный образ научной фантастики, основанный на реалистичности и человеческих чувствах. Главный герой фильма Нолан Райт — единственный, кто выжил в страшной аварии, в которой также погибла его супруга. Он страдает от сильной амнезии и не может восстановить свою память. Нолан соглашается на экспериментальную терапию у невролога доктора Брукса, который применяет специальное устройство, называемое «черный ящик», предназначенное, чтобы проникнуть в подсознание пациента и извлечь забытые воспоминания. Но лечение оказывается опасным и запутанным, и Нолану приходится сталкиваться с жуткими видениями существ из иной жизни, которая ему не принадлежит. «Черный ящик» — это фильм, который не даст вам расслабиться, пока вы не разгадаете тайну, скрывающуюся за судьбой Нолана и его памятью. Фильм имеет увлекательный сюжет и неожиданный поворот, который может вас удивить или подтвердить ваши догадки, в зависимости от того, насколько хорошо вы разбираетесь в жанре. «Война будущего». Этот фильм обладает удивительно креативной концепцией. Он начинается с того, что группа путешественников во времени с 2051 прибывает в 2014 год, чтобы передать срочное сообщение. Человечеству грозит вымирание из-за инопланетного вторжения, и единственная надежда — собрать армию солдат и гражданских лиц из настоящего, чтобы они сражались в будущем. Дэн Форестер — один из избранных призывников, которому поручают опасное задание — захватить самку инопланетной особи, которая является ключом к созданию токсина, способного уничтожить пришельцев. Фильм сочетает в себе различные жанры и вдохновлен многими культовыми фильмами, такими как «Звездный десант», «День независимости», «Грань будущего» и «Терминатор». В нем есть захватывающие экшн-сцены, впечатляющие визуальные эффекты и несколько забавных моментов. Инопланетяне хорошо проработаны, внушают ужас, а фильм эффективно показывает масштаб и высокие ставки этой войны. За пределом 2 бесконечных минут. Что бы вы сделали, если бы могли заглянуть в будущее? Изменили бы вы его так, чтобы жить стало легче? Ката, владелец кафе и музыкант-любитель, обнаруживает, что монитор его компьютера показывает то, что покажет телевизор через 2 минуты. И наоборот. Он и его друзья решают поиграть с этой временной аномалией, но вскоре понимают, что оказались в ловушке причинно-следственной связи, где будущее уже произошло, а прошлое можно изменить. Фильм смонтирован таким образом, что создается впечатление, будто он снят одним непрерывным дублем. Это усиливает ощущение срочности и погружения в происходящее. Актеры, которые являются членами театральной труппы, играют естественно и живо, делая персонажей легко узнаваемыми и смешными. Сценарий полон остроумных диалогов и умных шуток, а также философских вопросов о свободе воли и судьбе. Это редкий фильм, который доказывает, что для создания отличной фантастической картины не нужен огромный бюджет или сложный сюжет. Нужна лишь хорошая идея, талантливая команда и много страсти. «Никто тебя не спасет» — отличный пример того, как жанры научной фантастики и ужасов могут сочетаться друг с другом, создавая что-то новое. Настоящий мастер-класс по нагнетанию напряженности и удержанию зрителя на краю своего кресла. Это рискованный по концепции фантастический фильм, в котором нет диалогов. Вместо этого он использует звук и визуальные эффекты, чтобы создать напряженную и захватывающую атмосферу. Кейтлин Девер играет роль Брин, молодой девушки, которая живет в изоляции от общества после смерти матери и лучшей подруги Мод. Она гораздо более причудлива, чем другие люди, и
проводит время, конструируя модель города и отрабатывая социальные взаимодействия перед своим зеркалом. Очевидно, что она в некотором роде изгой, скрывающий темный секрет. Фильм состоит из 3 актов, каждый из которых имеет свой тон и стиль. Первый — захватывающий триллер о вторжении в дом, где Брин использует свою смекалку и навыки, чтобы спастись от пришельца и противостоять ему. Второй — роуд-муви, в котором она пытается сбежать из дома и найти помощь. А вот третий, кульминационный, я вам спойлерить не буду, смотрите сами. Оно того точно стоит. «Клон» рассказывает о Саре, молодой женщине, страдающей депрессией и алкоголизмом. После того, как она узнает свой смертельный диагноз, она решает пройти процедуру клонирования, чтобы облегчить боль своих друзей и близких. Она заказывает себе двойника, которого обучает всей возможной информации о своей жизни и характере. Однако все принимает неожиданный оборот, когда Сара чудесным образом выздоравливает от болезни. Тем не менее, вот сюрприз, ее клон тоже хочет остаться в живых. Но по закону их может быть только одна версия, и через год они должны вызвать друг друга на дуэль. Теперь Саре предстоит тренировка с инструктором по боевым искусствам и поединок с самой собой. «Битва за Землю» не только превзошел отзывы тестовых аудиторий и критиков, которые сомневались в его успехе, но и удивил зрителей своим сюжетом и атмосферой. «Битва за Землю» — это триллер, который показывает, как человечество попало под власть инопланетной расы и как оно пытается вырваться из ее оков. Фильм переносит нас в Чикаго, где уже 9 лет правят пришельцы, называющие себя легислаторами. Они запретили людям использовать цифровые технологии, вынудили их работать на них в секретных подземных комплексах, известных как закрытые зоны, и ввели жесткий контроль над всеми аспектами жизни. В этих условиях мы знакомимся с 2 братьями, Габриэлем и Рейфом, которые по-разному относятся к ситуации. Габриэль предпочитает скрываться и выживать, не вступая в конфликт. Рейф же возглавляет подпольную организацию «Феникс», которая готовит смелую операцию против врагов и хочет раскрыть их истинные намерения. И это не просто очередной боевик о войне с инопланетянами, это увлекательная история, в которой главную роль играют характеры героев и их моральные дилеммы. И, конечно, фильм радует неожиданным финалом, который усиливает общее впечатление. «Гори, гори ясно». Брайтберн — долгожданный поворот в жанре супергеройских фильмов, значительно мрачнее среднестатистического фильма MCU. Это хоррор-перевертыш классической истории происхождения супергероя. Фильм рассказывает о Брэндоне Брайере, 12-летнем мальчике, которого усыновила семейная пара после того, как нашла его в разбившемся космическом корабле на своей ферме. Брэндон кажется обычным ребенком, но вскоре обнаруживает, что обладает сверхспособностями, такими как суперсила, полет, неуязвимость и возможность стрелять лазерами из глаз. Он буквально как Супермен. Кроме того, что слышит в своей голове таинственный голос, говорящий на инопланетном языке, который призывает его захватить мир. По мере того, как Брэндон взрослеет и осваивает свои силы, он становится все более агрессивным и жестоким. Он начинает причинять вред окружающим людям и действительно думает о захвате мира. Брайтберн — это мрачный и тревожный взгляд на жанр супергероев. Он поднимает темы природы и воспитания, власти и коррупции, родительской любви и ответственности, и все это, естественно, в искаженной форме. «Невменяемый». В центре сюжета фильма страшная эпидемия, вызванная паразитом, конским волосяным червем, который заражает людей через воду реки Хань. Зараженные испытывают непреодолимый голод и жажду, а затем невольно бросаются в реку, где утопают. Главные герои — 2 брата, Джэ Хёк и Джэ Пиль, которые не ладят друг с другом из-за перенесенного в прошлом горя. Джэ Хёк — экс-профессор, торгующий лекарствами, а Джэ Пиль — полицейский, занимающийся расследованием таинственных смертей. Когда жена и дети Джэ Хёка заражаются паразитом, братья вынуждены объединить усилия, чтобы найти противоядие и разоблачить заговор, скрывающийся за эпидемией. «Невменяемый» — это напряженная история, в которой переплетаются саспенс, семейные драмы, теории заговора и социальная критика. Фильм актуален в свете недавней пандемии COVID-19 и является одним из немногих примеров корейского медицинского триллера. Не шедевр, но он заслуживает внимания, если вы любите фантастику, ужасы или фильмы-катастрофы. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Рассказывайте в комментариях, какие фильмы из подборки уже смотрели, какие планируете посмотреть и, в принципе, рекомендуйте свою любимую фантастику. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!